Всем привет! На предыдущих уроках мы рассматривали вложенный запрос. Это когда команда select была после команды from. То есть мы делали выборку из таблицы по какому-то параметру. Значит, тут было выбирали из таблицы orders 2 все записи, где департамент равнялся 830. Получалась какая-то выборка. И после этого из этих данных опять что-то выбирали. То есть получается, что вместо таблицы, вот здесь вот в кавычках должна была быть таблица orders 2. Здесь уже стоит часть этой таблицы. Из части этой таблицы мы выбирали повторно данные. То есть это был запрос в запросе. Select стоял после команды from. Это было на предыдущем уроке. Сейчас мы рассмотрим вложенный запрос, который в качестве поля является полем. Вложенный запрос select в качестве поля. Поля у нас описывают, рассматриваем нашу команду стандартную. Select звездочка from orders 2. И поля у нас описываются вот где звездочка. Если нам нужно вывести все поля, мы ставим звездочку. Если какие-то конкретные поля нужно вывести, то мы их описываем через запятую. Для изучения вложенного запроса в качестве поля изучим еще функцию count. Вот если мы напишем, значит, select count в скобочках звездочка from orders 2, то эта функция посчитает количество строк в таблице orders. Попробуем ее выполнить. Значит, select count в скобочках звездочка from orders 2. Ctrl-Shift F9. Видите, показывает, оно посчитало количество строк в таблице orders 2. И этих строк 30. Если мы ограничим, допустим, каким-то параметром таблицы orders 2, напишем то же самое, но только добавим, значит, выбрать из таблицы orders все строки, где департамент равняется 830, и потом посчитаем количество этих строк. Что у нас получится? Select count звездочка from orders 2 where dep равняется 830. Посчитаем, что получится. Ctrl-Shift F9. Получается, видите, 22 строки. То есть в таблице orders 2 22 строки, где dep равняется 830. Так работает функция count. Значит, с помощью нее мы изучим дальше внутренний запрос в качестве поля. Едем дальше. Значит, допустим, нам надо описать какие-то поля в таблице. Запишем такую команду. Перечислим поля, которые нам необходимо вывести. Через запятую. Вместо звездочки пишем поля, которые нужно вывести. Select dep, запятая, id, matname и так далее. From orders 2. Выводим это. Ctrl-Shift F9. Так. Выводится таблица. И поля, которые мы указали для вывода. Кроме этих полей, мы можем вывести дополнительные поля, которые нам необходимы. Например, выведем еще поле counts, назовем поле counts. Вот, поле counts. И дадим ему значение единиц. Единичка. То есть, значит, будет выводиться
сперва поле counts, значение равным единице. Потом будет выводиться поля d по ID matName из таблицы orders 2. Выполним эту команду. Посмотрим, что получается. Видите, значит, показываются все поля таблицы. И в том числе первым полем идет поле counts, которое мы написали, видите, counts. И значение оно принимает единичка. Целочисленное значение единичка, постоянное. Вот. Значит, мы поле таблицы orders можем присвоить короткое имя. Допустим, A. Имя A. A. И тогда все поля можем обозначать через буковку A. То есть мы можем давать полям название, конкретно указать, к какому полю это, какой таблице это относится. То есть если мы orders 2 обозначили коротким именем A, то к ее полям таблицы этой orders 2 мы можем обращаться через ее короткое имя. Обращение такое: a.counts, вот, потом a.dep, a.id, a.mat, a.matName, a.edi, a.range, a.quartal. Выполним эту команду. Причем будет ошибка. Вот посмотрите. Ctrl-Shift-F9. Видите ошибка? Ошибка заключается в том, что значит, в таблице orders, да, есть поля d по ID matName, но в таблице orders нету поля под названием counts. Это мы поле как бы придумали сами. То есть это поле counts не относится к таблице orders. Поэтому и выдает ошибку. То есть тут неправильно, а тут будет просто counts. Один counts со значением единицы, а потом перечисляются все поля. Выполним эту команду. Ctrl-Shift-F9. Видите, все выводится, все прекрасно. То есть таблица orders 2 имеет короткое название A. И, значит, все поля a.dep, a.id, a.mat могут так обозначаться. Так, вроде как бы все понятно. Вот мы вывели эту таблицу. Так. Теперь, значит, мы хотим, чтобы в столбце count показывалось какое-то значение. Допустим, пусть на первом этапе, простом, в поле counts будет происходить подсчет всех строк таблицы orders 2. Всех строк. Этих строк, мы помните, было 30. 30 строк. И мы хотим, чтобы в поле counts показывал количество строк. Не единичка константа, а количество строк. Что для этого надо сделать? Значит, вместо единички. Вот сейчас мы это напишем. Скопируем эту команду. Возьмем эту команду нашу. Повторим ее. Значит, поле так и остается counts, а вместо единички будет какое-то значение. Его в скобочки возьмем. Это значение. Как посчитать количество строк в таблице orders? Ну, мы команду уже знаем. Count. Функция count, значит, пишем select. Потом, значит, count. Count. В скобочках звездочка. Звездочка. То есть это считает количество строк. Select. Count from orders. Orders 2.
видите, что получается, какая строка. Вот эта вся строка. Значит, вместо единички у нас получается вот это вот данные. Вместо единички. Значит, получается select counts, скобочка, звездочка, from orders 2. То есть, она должна посчитать количество строк в таблице orders 2. Выполним эту команду. Ctrl-Shift F9. Посмотрим, что получается. Как видите, в столбце counts появляется число 30. Постоянно 30, 30, 30. То есть тут получается еще одна команда. Вот основная команда, внешняя команда select, которая относится к A. Видите? Select относится к A. Это внешний запрос. А внутренний запрос, это вот этот запрос. Select count from orders 2. Это внутренний запрос. Как происходит данный подсчет? Какова логика этой команды, где полем одной из полей высчитывается с помощью команды select? Значится, назовем вот этот вот select count звездочка from orders 2, назовем внутренним, и он будет называться, иметь короткое имя B. То есть таблица orders 2 внутренняя. Это уже другая, ну, как бы та же самая таблица, но она вызывается повторно. То есть orders 2 назовем B. Это как бы внутренний запрос. То есть что происходит? Сперва select внешний, select A начинает выполняться. Значит, выводится первая строка внешнего запроса A. Это вот первая строка, то есть select from orders A. Select, значит, выводится adep, aid, amat, amatname, aed, arange, aquartal. Первой строки. Вот он выводится, значит. Select dep 830. Select mat 204.072. Select mat name bold выводится. Единица штука. Range 609. Quartal 1. Это выводится первая строка таблицы внешнего запроса select A. После того, как он вывелся, команда передается внутренней команде B, select B. И, значит, select B начинает подсчет количества строк в таблице orders 2. Но понятно, что прогоняет и считает, то есть прогоняет всю таблицу, внутренний запрос B, прогоняет всю таблицу, подсчитывает количество строк, находит, что их 30, и выводит вот эту тридцатку, первую тридцатку. После того, как он посчитал, команда передается опять внешнему запросу select A. И select A уже выводит вторую строку таблицы orders 2, вот эту. Значит, он выводит select A 830, 225, 487, 0. Выводит лампа, выводит штука, выводит range 603. И передает команду внутренней команде select B. Select B опять считает количество строк с таблицы orders 2. Их оказывается опять 30. И выводятся эти данные. После этого управление передается опять внешней команде select A. Она опять выводит следующую строку, третью. Выводит, значит, dep 830. Выводит mat 257.028. Выводит mat name, фильтр очистки воды. Выводит EDI комплект. Range 630. Quartal 1. А потом передает управление внутренней команде select B.
Select B опять считает количество строк в таблице orders 2, их опять оказывается 30 и выводит эти данные. И так по кругу, так вот до конца таблицы прогоняются все данные. И в итоге выводится вот такая информация. Вот. Усложним. Ну, если вы поняли, как оно работает, усложним теперь эту команду. Усложним чуть. Запишем ее точно так же. Точно так же записываем. Записываем то же самое. Но тут чуть усложним. Значится, когда внешняя команда select A передает данные, передает управление внутренней команде select, то внутренняя команда select знает на данном этапе, допустим, на первой строке, когда мы находимся, внешней команды, внутренняя select B знает все данные внешнего селекта. То есть она знает, внутренняя команда select знает, чему равняется adep, чему равняется aid, чему равняется amat, amatName, aEddy, arange, aquartal. Она об этом всем знает. И поэтому, допустим, когда мы находимся на вот этой вот итерации первой строки, мы знаем, чему равняется arange. Правильно. И мы можем здесь в столбце count посчитать не количество строк в таблице orders 2, а количество строк в таблице orders 2, где range равняется текущей строке, то есть 609. Что для этого надо сделать? Значит, мы пишем, видите, select count from orders 2b, а тут пишем v, значится range равняется. Этот range относится к внутренней команде b, select b относится. Мы можем так и оставить просто range, либо написать b, чтобы вам было понятно, напишем b.range. То есть внутренняя b-range, где внутренний b-range, то есть считается количество записей в orders 2, где внутренний b-range равняется чему? Равняется внешнему arange. a.range. arange. Он знает все данные. Внутренняя команда select b знает все данные внешней команды select. Выполним вот эту команду и посмотрим, что получится. Сейчас. Ctrl-Shift-F9. Мы видим, что counts тут уже изменился. Counts значится вот, например, для первой строки стал 6, для второй 3, потом 3 опять, потом 6, 6, 6, 3. То есть он меняется, count. Сейчас мы рассмотрим это более, так сказать, детально. Как вот эта вот функция работать стала. Мы его рассмотрели, когда вот count был все время 30, 30, а сейчас он меняется. Сейчас мы рассмотрим, как вот эта вот строка вот вся выделенная работает. Как она работает? Значится, сперва срабатывает внешний select, select A. Он выводит первую строку из данных таблицы orders 2. Он выводит dep 830, выводит ID, выводит mat первой строки, выводит bold, штука, range 609 и quartal. Вывел. Теперь ему нужно вывести count. Значение count. Он передает данные, все данные первой строки внутреннему select b. Вот этот select b внутренний. Передает данные. А внутренний select уже считает. Значит, берет таблицу orders 2 и подсчитывает количество строк, где range
равняется range внутренней команды, ну то есть bRange, внутренней команды bRange, где bRange должен равняться aRange, а aRange на данном этапе равняется 609, и значится внутренняя команда select count считает количество записей в таблице orders 2, где range равняется 609. Вот он делает подсчет. То есть прогоняет всю таблицу orders 2 и в ней ищет range 609 и делает подсчет. Вот первый 609, она нашла 609, потом идет дальше, вот второй 609, третий, четвертый 609, едем дальше, идет подсчет внутренней команды B, вот еще 609, вот еще 609, все, остановилась. Внутренняя команда select B остановилась, она прогнала всю таблицу orders 2 и нашло 6 значений, 609, и записала сюда шестерочку. После того, как внутренняя команда select B отработала, она передает управление опять внешнему селекту, select A. Select A выводит вторую строку таблицы orders. Он выводит 830, выводит 225, 487, выводит лампа, штука, 603, квартал 1. И потом передает управление опять внутренней команде select B. Select B на второй итерации, на второй строке знает эти все данные, значит, и начинает выполняться. Значит, она должна на второй строке посчитать количество записей в таблице orders 2, где range будет равняться aRange, а aRange уже на этом этапе равняется 603. То есть она должна посчитать в таблице orders 2 количество записей, где range равняется 603. Вот она начинает считать, прогоняет всю таблицу orders 2 от начала до конца. Прогнала первую строку, внутренняя команда B. Прогнала первую строку таблицы, вторую, вот один уже нашла, второй нашла. Прогоняет так, еще нашла одну, 603. Идет дальше. Больше ничего не находит. И получается, что она нашла только, значит, нашла только 3 строки. 3 строки. И записывает эту троечку сюда. После того, как внутренняя команда select B отработала, она передает управление опять внешней команде select A, а select A выводит уже третью строку. Третья строка. Значит, 830, mat 257028, mat name filter, единица комплект, опять range 603 и единичку. Отработала. Теперь нужно вывести вот это поле. Count. Передается все данные третьей строке внутренней команде select B. И она начинает опять подсчет. Прогоняет всю таблицу orders 2 от начала до конца и ищет все строки, где range будет равняться 603. Но мы знаем, что их 3. Подсчитала, вывела троечку. И дальше передал опять управление внешнему команде select A. И так вот оно прогоняется. Допустим, значит, вот в итоге оно дошло. Внешняя команда дошла, допустим, вот до этой строки. Внешняя команда select A дошла до этой строки, вывела эту строку 830, 438, 110, клей. Килограммы 201,1 вывела и передала управление внутренней команде select B. Select B знает, что aRange уже равняется 201 и начинает прогонять всю таблицу от начала до конца orders 2, от начала до конца и ищет, где range равняется 201 и делает подсчет таких строк. Вот она начинает прогонять сначала. Раз, гонит. Вот 201 раз. Вот 2, вот 3. Вот 4, вот 5.
вот 6, вот 7, вот 8, вот 9. Все, 9 записей, где 201. Прогнала. Передает управление внешней команде Select A. Ну, она посчитала и записала девяточку. Передает управление внешней команде Select A. И внешняя команда переходит на следующую строку. И так вот, итерация за итерацией прогоняются эти данные. И в итоге получаются вот такие вот данные. Ну вот, например, еще вот где тут интересно. Вот единичка, видите, count. Что тут значится? Значит, внешняя команда Select A выводит данные этой строки. Вот, 740, 206, 307, Хомут, штука, 604.1. И потом передает управление внутренней команде Select B. Select B уже знает, что range, а range равняется 604. И начинает от начала до конца прогонять опять таблицу Orders 2 и искать записи все, где range равняется 604. Вот она прогоняет ее от начала до конца, находит, что только одно значение 604, и значит выводит в count единичку. Вывела в count единичку, опять передает управление select A, внешнему select. Внешний select опять переходит на следующую строку, записывает эти все данные и передает данные внутреннему select B. И так вот идет до конца таблицы. То есть по каждой строке рассчитывается этот counts. Собственно говоря, это и есть внутренний запрос. Внутренний внешний запрос в качестве поля. Вот видите, вот это вот поле первое. Вот первое поле, вот, которое называется counts. Это вот есть, это поле рассчитывается с помощью команды select. Внутренней команды select B. Собственно говоря, вот я думаю, что вы поняли. Но может быть на последующих уроках, может быть какие-нибудь еще примеры возьмем для изучения. Может быть добавим еще одну таблицу, чтобы было не использовали мы два раза одну и ту же таблицу Orders 2, а добавим какую-нибудь еще таблицу Orders, что-то другое, другую таблицу, и на примере двух таблиц покажем внутренний вложенный запрос в качестве поля. Вам будет понятно. Ну, на этом все. Задавайте вопросы, если они у вас есть. Попробую на них ответить.